Приветствую вас, жители Ютуба, Рутюба и разного рода социальных сетей. Сегодня мы с вами посмотрим на вот такой вот интересный довольно приборчик, а именно тестер автомобильных аккумуляторов. Данный прибор может тестировать как 12 вольт батарейки, так и 24 вольта, соответственно, грузовые аккумуляторы. Вот, бренд у нас Фнирси и модель BTM24. Все выполнено вот такой вот, приехало в коробке. Коробка сама была запечатана полностью, вот пленочку в слюду. Так, что у нас здесь за информация? Друзья, какой-то есть QR-код, не знаю, что за QR-код. Возможно, он приведет на сайт Фнирси, где, возможно, можно будет обновить прошивку для данного приборчика. Здесь у нас следующая информация. Ну и на задней панели вот такая информация на двух языках, китайском и английском. Ну, здесь я останавливаться уже не буду. Кому интересно, на паузе почитайте сами. А мы с вами вскрываем, смотрим и наблюдаем вот такую вот классную, друзья, косметичку. Что в косметичке? Конечно же, помада, пудра, тушь и все то, что нужно для тестирования аккумуляторов. Чего вы разволновались-то? Успокойтесь, дышите полной грудью. Вскрываем. Первым делом смотрим, в этом кармашке у нас находится кабелек USB-A на Type-C. И это, друзья, кабель не зарядки, так как наш прибор не имеет своей батареи. А это кабель, опять же, для подключения к компьютеру, там, ноутбуку, планшету. Для того, чтобы влезть куда-то на сайт и обновить прошивку нашего прибора. Имеется вот такая инструкция. Инструкция тоже, друзья, на двух языках. Китайский, английский. Все в цвете, все записано, расписано. Все, как говорится, как мы любим, все по красоте. Вот здесь опять же тоже QR-код какой-то, может быть у кого-то получится сканировать и перейти. Опять же, видите, это переход на сайт fnirsi.com. Здесь тоже есть какой-то QR-код, а здесь уже загрузка User Manual, пожалуйста, и программного обеспечения. Ну и вот наш сам приборчик. Вскрываем, смотрим. Нашел я какую-то бумаженцию, вот такая бумаженция Фнирси. И насколько я понимаю, это что-то типа а-ля нашего ОТК. Согласен. Снимаем вот этот пакетик. А прищепочка застряла. Ну и вот такой вид нашего прибора. Давайте-ка я этот провод, наверное, откручу, чтобы мы с вами посмотрели длину провода. Вот как раз таки длина провода порядка что-то вот по диагонали. Видите, от диагонали до диагонали что-то в районе 60 сантиметров. Такой длины, в принципе, для любого мастера и нам с вами хватит. То есть подошел к автомобилю, к аккумулятору, где-то под капот, либо под сиденье. Прицепил. Ну, под сиденье уже тоже, кстати, проблематично. Допустим, Citroёn Picasso уже будет проблематично. Надо будет нагибаться. То есть, опять же, коротковатые. А так, в принципе, подошел, да и работай с аккумулятором себе. Никто ничего не мешает. А вот в моем случае, чтобы что-то снять и показать вам, то провода совершенно короткие. Где-то на просторах интернета я видел прибор один, так там 3 метра, по-моему, провода. То есть, классно подключил к аккумулятору под капотом, сам спокойно сел в салон и производи любого рода тесты. То есть, будь то запуск автомобиля, так как при запуске надо там бывает держать обороты, будь то еще что, не надо нам какой-то помощник. Ну а здесь я уже буду думать, как и что вам все это дело как бы продемонстрировать. Значит, провода хорошие, силиконовые, мягкие. Не знаю, друзья, как будут себя вести на морозе. Ну и вот таких вот два довольно мощных крокодила. То есть, если подсадить палец и до конца отпустить, то нет, я не отпущу. Очень сильно давит и болит. Ну, очень мощные. Смотрим, что да как у нас сделано. То есть, вход провода. Здесь термоусадочный вот этот кембрик. В принципе, ровно так же, как и на черном крокодиле. Открываем, смотрим. Медные такие зубастые пластины. А медные ли они? У нас есть фонарик с магнитом. А они, друзья, не медные, а они стальные. Просто омедненная сталь. Конечно, это небольшой такой, но минус. Так, ладно, смотрим внутрь. Внутри очень мощная пружина. И, как мы можем наблюдать, красный провод, черный провод. А что у нас творится здесь? А здесь такая же картина. Красный провод, черный провод. А что это значит? А значит, это одно, что у нас прибор работает по 4-проводной системе. Ровно так же, как, допустим, мой тестер нагрузки аккумуляторов. Да?
при помощи которого я тестирую инструментальные аккумуляторы. Вот там тоже четырехпроводная система. Ровно так же, как и в двух моих тестерах внутреннего сопротивления, то есть миллиомметрах. Собственно говоря, это и есть у нас тоже миллиомметр, так как он меряет внутреннее сопротивление аккумулятора. И все эти приборы, соответственно, работают от четырехпроводной системы. Смотрим внешний вид. Прибор сделан очень качественно, очень достойно, друзья. Просто не к чему придраться. Никакого облоя, все в нолях, все очень-очень гладко, ровно и красиво. Это замечательно, клянусь богом. На боковой панельке у нас имеется разъем подключения к компьютеру Type-C. На задней панели видите отверстие под какой-то гвоздик или крючок, куда мы можем приборчик наш повесить, собственно говоря, заниматься тестом аккумулятора. Ну и, конечно же, есть вот такая вот классная подставочка. То есть поставили себе и сиди, работай, смотри. Просто замечательно. Ну и на передней панели, как вы видите, есть дисплей, который заклеен защитной пленкой. Значит, собственно говоря, сам бренд Фнирси и 6 кнопок. Почему 6? Вы спросите. Их же здесь 5. Да, кнопок 5, но функций 6 как бы. То есть вверх-вниз, влево-вправо. Кратким нажатием это у нас ОК. И длительное нажатие это у нас возврат на предыдущую страничку. Вот. Подготовил я вот такую вот штуку. Пока временно посмотреть на столе, что к чему. Значит, мой лабораторник. Врубаем и тестер врубаем. К чему это все? А к тому, что у нас, видите, разница в показаниях всего лишь в 3 сотки. А это значит, что и этот прибор, и этот у меня точный. Чего не могу сказать, допустим, о нашем тестере аккумулятора. Сейчас мы все это дело продемонстрируем. Наверное, тоже на подставочку. Посмотрите, собственно говоря, сам момент пуска. Это сюда. А это сюда. Вот наш приборчик запустился. Значит, давайте я вкратце немножко пробегусь, покажу. Давайте по настройкам. Настройки здесь всего лишь 2. Нажимаем ОК кратко и видим, что здесь мы можем поменять язык. Английский, китайский, английский, китайский, английский. Другого ничего нам не дано. Данная настройка, мы можем менять тему. То есть в данном случае стоит у нас дневная тема. Я посчитал, что это будет хорошо контрастировать, в принципе, и хорошо видно на видео. Можем также переключиться на темную ночную тему. Вот, ну, ночная тема не так, в принципе, хорошо видна, как я там посмотрел. Поэтому мы с вами все это дело поменяем опять на день. И длительным удержанием выходим на предыдущую страницу. На данной странице мы видим 4 пункта тестирования. Итак, самый первый пункт это у нас тест, ну просто тест аккумулятора. Нажимаем ОК кратко. Что мы здесь видим? То есть вольтаж, напряжение. Поскольку мы тестировать будем, допустим, аккумулятор с легкового автомобиля, выбираем 12 вольт. Грузовик выбираем 24 вольта. Если такое случается, что мы не знаем, какое напряжение аккумулятора, выбираем вот данную крайнюю надпись. В нашем случае 12 вольт. Едем вниз. Ну и здесь у нас стандарты аккумуляторов. То есть, если мы с вами стандарт не знаем, выбираем вот то, что сейчас у нас горит. А так у нас есть вот итог холодного пуска. Вот это я не помню. Потом, что у нас далее? Это, собственно говоря, европейский стандарт. То есть, на этом стандарте мы с вами будем тестировать мой аккумулятор. Данный немецкий стандарт, это японский. И это, если мне не изменяет память, китайский стандарт аккумуляторов. Значит, выбираем с вами европейский и кнопочкой вниз переходим к следующей настройке. То есть выбирается параметр. В моем случае на машине установлен с завода, даже вот по сей день я езжу на аккумуляторе 70 на 720. Собственно говоря, мы сюда с вами должны указать пусковой ток нашего аккумулятора. После этого мы можем спокойно нажать кнопочку и тестировать аккумулятор. Ну, здесь будет показан, сразу говорю, бред. Аккумулятора у нас нет, а вместо аккумулятора блок питания. Ну и вот, пожалуйста, что у нас тут за бред. Значит, 14,68 вольт. А у нас 14,47,51, то есть 3,4 сотки, видите. А здесь 14,6. Это уже получается 0,2. Ну, то есть, как бы я бы сказал, неправды.
Так как в этих приборах я уверен. Два прибора показывают одинаково, значит это так и есть. Выходим длинным удержанием, опять длинное удержание. И следующий тест, это у нас тест старта. Нажимаем. Что у нас здесь показано? Опять же 14,68 вольт, ну то есть напряжение бортовой сети. И вот и после старта у нас напряжение не должно упасть ниже 10,2 вольта. Должно быть выше. Ну и по шкале будет показано, как что тут у нас происходит. С этим, думаю, тоже понятно. Нажимаем длинным удержанием, выходим, переходим к тесту нагрузки. Включаем и смотрим. Значит, будет показано сверху напряжение в динамике, то есть которое у нас есть. И система поймает минимальное напряжение. Вот стандарт, видите, больше 0 вольт почему-то показано. Значит, что нам надо сделать для теста нагрузки? То есть запустить движок и держать 2-2500 оборотов в течение 15 секунд. Ну и здесь, соответственно, пойдет у нас график, где будет показано, что, как, куда падало или не падало. Выходим отсюда и переходим к крайнему тесту, а это тест зарядки. Грубо говоря, это то же самое, но немножечко другое, да. То есть данным тестом мы можем проверить, как у нас происходит зарядка. Ну, в данном случае можем, допустим, проверить, наверное, и понять состояние нашего генератора, а не аккумулятора. Вот, опять же, верхняя шкала, это у нас динамическое напряжение будет показано, то есть, которое есть в момент времени. И два этих, это минимум поймает прибор и поймает максимум прибор. Будет светиться за определенный промежуток времени. При этом, опять же, запустить двигатель и держать обороты от 2,5 до 3000. Все, друзья, все вам показал, рассказал. Сейчас пойдем, может не сейчас, может немножко попозже я пойду. И будем тестировать все это дело на моем, я бы сказал, полуубитом аккумуляторе. Так, ну что, делаем первый тест. Просто тест аккумулятора. Вот, прицепил я клеммы. Значит, друзья, аккумулятору моему хана. Аккумулятор покупался вместе с автомобилем, то есть с новья, и ему 7,5 лет. Поотлетали тут у меня этикетки. Ну вот мой аккумулятор вы сейчас сможете увидеть на данной фотографии. То есть он у меня 70 ампер на 720 ампер пускового тока. И этот аккумулятор, друзья, я хочу менять. Хотя машина заводится как пчела с полоборота. Почему хочу менять? Потому что есть в автомобиле функция таймер, запуска по таймеру, которая вот последние 2 зимы, допустим, у меня совершенно не работает. То есть электронный блок управления автомобиля видит, что аккумулятору, ну, грубо говоря, хана, то есть низкое напряжение зарядки, соответственно, и отказывает в запуске. Ну что ж, меряем. Значит, включили функцию аккумулятора, нажимаем кнопочку ОК. Значит, здесь, как я говорил, выбираем 12 вольт. Здесь мы выбираем европейскую версию. Ой, промазал. Ну и видите, память у прибора есть. Как на столе установили 720 ампер, так оно, грубо говоря, и есть. Ну что ж, и нажимаем кнопку тестирования ОК. Идет тест. Ну и вот такие вот дела. Внизу написано, что низкий заряд батареи. Ну а здесь сверху красным низкая емкость батареи. То есть 12,37 вольт вместо положенных 12,72. Да? Вместо 720 ампер у нас 375 ампер осталось. Вот. И на удивление 5,25 миллиом сопротивления. То есть довольно-таки еще неплохое. Все, значит, следующие 3 теста мы с вами проведем в автомобиле. Буду подключать вот такую штуку. Конечно, будут какие-то погрешности, но нам тут циферки особо и не важны. Мне важно показать, как все это происходит. Ну что, следующий тест у нас тест старта. Давайте смотреть. Значит, нажимаем кнопочку ОК. Вот у нас такие показания. Как видно, напряжение занижено на батарее. Ну что ж, и запускаем автомобиль. И смотрим. Вот что у нас произошло. Значит, сейчас в динамике, видите, набирается напряжение 12 с копейками там вольт.
Автомобиль потребляет мой от 13,4, то есть не потребляет, а заряжается от 13,4 до 15 вольт. Вот. Нагрузка была падение до 10,57, ну а требуемая величина это более 10,2 вольт. То есть как бы еще пока мы вписались в эти характеристики по запуску. Так, возвращаемся назад. Можно опять же длинным удержанием, можно длинным удержанием кнопки вверх. Сразу проводим тест нагрузки следующий. Сюда. Включаем. Здесь у нас написано, друзья, значит, опять же, на заведенном двигателе держите 2-2500 оборотов, подождите 15 секунд и нажмите кнопку ОК. Ну, собственно говоря, чем мы с вами и займемся. Значит, что сейчас? Набираем обороты 2500 примерно, 2-2500. Ну вот как-то так я подержу пару секунд. Неудобно держать, так как мешают очень провода прикурки. Боюсь, чтобы тут ничего не закоротило. Ну, думаю, а мы еще с вами в нагрузку включим подогрев лобового стекла, заднего стекла и двух боковых зеркал. Так, оборотики я потерял, оборотики даем. Очень неудобно все это снимать. Ну что ж, давайте, хорош, нажимаем кнопку. И вот у нас происходит просто считывание параметров. Значит, что у нас в динамике 13,7 вольт. Минимальное значение 13,64. И должно быть не ниже 13,4 вольт. То есть в это все дело мы тоже, как вы видите, вписываемся. А нагрузка, я скажу вам, от лобового стекла и заднего довольно-таки не маленькая. Все, сбрасываю обороты, и мы с вами возвращаемся к следующему тесту и заключительному. Это посмотрим на зарядку. Так, давайте включаем зарядку. И здесь у нас указано, значит, на заведенном двигателе от 2,5 до 3000 оборотов и нажать кнопку ОК. Ну что ж, давайте даем обороты. Ну вот примерно 3000. А давайте даже вместе с нагрузкой будем измерять. Так, и нажимаем кнопочку. И смотрим на нашу зарядку. 13,7 вольта в динамике. Минимальное значение 13,68. Вот, а максимальная 13,89. Значит, опять же, у меня в автомобиле интеллектуальная зарядка, которая может варьироваться в пределах от 13,4 вольта до 15 вольт. В настоящий момент аккумулятор немножко подсосал, мозги увидели, что ему хватает, и перевели его в режим. Вот видите, у меня тоже вольтметрик, хотя он, ну, может на 0,1 врать, то есть здесь 13,4 вольта примерно. Вот, на магнитоле есть, видите, 13,4 вольта. Вот такие вот, друзья, значения. То есть я надеюсь, вам что-то как-то стало понятно, как все это измерять. Но в основном, конечно, нас интересует вот самый первый параметр. Это, соответственно, проверить жизнь нашего аккумулятора. Сколько ему еще осталось или сколько он может там протянуть. А вы видели, что у нас из 720 там... Сколько там осталось? 400, по-моему, с копейками, если мне не изменяет память. Друзья, на этом будем с вами прощаться. Надеюсь, обзор был интересен. Значит, у меня еще есть конвей, тестер. Если вам интересно, можем сделать в следующем видео, там или через видео, не знаю, как получится, значит, сравнение двух этих аппаратов. И посмотрим, какой из них что показывает. По логике они должны показывать одинаково, но на самом деле мы это с вами можем проверить. Если вам это интересно, опять же пишите в комментариях. Все, всем здоровья, всем пока, до новых видео. Ну, будете у нас на Колыме. Будете у нас на Колыме, милости просим.